Приветствую всех желающих узнать больше о Nutritional Balance Inside. Для этого нам совершенно необходимо узнать хотя бы базисные моменты о теории стресса. Теории стресса Селье, как она называет. Это поможет нам разобраться с такими терминами, как быстрый оксидайзер, медленный оксидайзер, сбалансированный оксидайзер, который мы будем использовать впоследствии постоянно. Теория стресса Селье. Почему я здесь упоминаю еще и имя Уайлда Кеннона? Потому что ему нужно отдать должное. Он первый, кто использовал термин fight or flight response и гомеостаз. Поэтому, признавая его вклад, я просто не могла его не упомянуть. Прежде чем мы продвинемся дальше, давайте поговорим о терминах. Что же такое стресс? Стресс – это не специфический ответ организма к любому требованию, воздействию эмоциональному, физическому или химическому. В русском языке часто стресс воспринимается как негативный термин. Термин, который ассоциируется с чем-то очень нехорошим. Но обратите внимание, это не специфический ответ организма к любому воздействию. То есть даже если вы были голодны и поели, это тоже подходит к этому. Если вы ждали какого-то прекрасного события, и вот вы узнали эту прекрасную новость, это тоже физическое. Если вы тренируетесь, потому что хотите быть здоровым, или готовитесь к какому-то соревнованию, это физический стресс. То есть не любое воздействие можно назвать негативным, но любое воздействие, которое выводит организм из гомеостаза, это и есть стресс. Что же такое гомеостаз? Это способность живой системы противостоять изменениям и сохранять динамическое постоянство. Базисный термин, очень важно понимать. Адаптация – это изменение, компенсации в организме в ответ на воздействие любого рода для поддержания гомеостаза. Заболевание возникает тогда, когда снижается способность системы поддерживать гомеостаз или способность адаптироваться. Смерть – это результат полной потери системы поддержки гомеостаза, способности адаптировать. Вывод: системы из состояния поддерживать себя. Здесь очень сопрягается теория стресса и теория систем. Вот адаптация в Nutritional Balance in Science рассматривает все симптомы организма как адаптацию. Высокая температура при бактериальной или вирусной инфекции – это адаптация к проблеме. Повышение производства холестерина при воспалении или снижение плотности костей, травме и так далее – это тоже адаптация. Боль – это способ привлечения внимания к месту, где необходима дополнительная помощь для восстановления. Это тоже адаптация. Повышение количества раковых клеток при дефиците кислорода. Дефицит кислорода может быть вызван разными причинами, но если клетки не получают основной компонент для их существования – кислород, они выбирают либо смерть, либо адаптацию, трансформацию, мутацию в раковые клетки, а это всегда клетки, которые дышат не кислородом, а углекислым газом. То есть из аэробных они превращаются в анаэробные. Это не способ самоубийства системы, а способ выигрывания времени. Адаптация. Увеличение размера органа при недостатке субстанции, которую он производит, и так далее. Примеров адаптации бесконечное множество, потому что это постоянно то, что происходит с нашим организмом как системой, которая все время пытается поддерживать свою жизнедеятельность. Система никогда не работает на то, чтобы себя уничтожать. Она не сходит с ума для того, чтобы нас мучить. Она пытается адаптироваться к условиям, в которые мы ее поставили. Как выявить на анализе волос, где организм находится в процессе адаптации? Аларм, в английском языке так называется, опасность. Это первая острая стадия стресса. Fight or flight response. Fight or flight response присущ любому живому организму. Это ответ на опасность. Для того, чтобы выжить в этой опасности, чтобы либо драться сильнее, либо убежать быстрее, тем самым сохраниться. Для того, чтобы обеспечить такую самосохранность, организм повышает производство адреналина, норадреналина, примерно 80 на 20%. Адреналин в основном производится тогда, когда опасность, которая приближается, мы знаем. Например, вам нужно выступать перед большой аудиторией, но вы боитесь, потому что вы
к этому не привыкли. У вас будет повышаться адреналин. А вот если вы вышли на улицу, переходите дорогу, и вдруг откуда ни возьмись появилась машина, чтобы быстро отскочить, чтобы сохранить себя, у вас выделяется норадреналин. Неожидаемая опасность. Вот то, что стимулирует выработку норадреналина. Эти два адреналина, норадреналин гормона повышают уровень натрия. То есть, находясь это очень маленькая гланда, надпочечники, находится над почками и задает задание почкам задерживать натрий. Вот эта задержка натрия как раз и обеспечивает этот fight-or-flight response, потому что, не выходя с мочой, обратно возвращаясь в кровь, увеличивается уровень натрия, который разносится в ткани. И тогда начинает повышаться соотношение натрия вне клеток и калия внутри клеток. Вот это соотношение двух главных электролитов обеспечивает дополнительный электрический потенциал. Если в норме соотношение натрия-калия должны быть 2,4, 2,5, то в условиях опасности он начинает нарастать. И это соотношение обеспечивает высокий электрический потенциал. Этот высокий электрический потенциал и дает возможность драться сильнее, либо убегать сильнее. Женщина может поднять машину над ребенком. Вдруг откуда ни возьмись, это сила, которая обеспечена как раз этой разностью между натрием и калием, высоким электрическим потенциалом, силой мышц. Это классическая реакция на реальную опасность, внешнюю или внутреннюю. Мы потом поговорим про внутреннюю. Resistance – это сопротивление, это следующая фаза. Компенсаторная реакция сопротивления стрессу. Или ее еще, я вот ее называю, hide, прятаться, респонс. Эта реакция возникает всегда, когда организм уже прошел через опасную аларм-ситуацию, для компенсации повышенного натрия-калия, для восстановления их соотношения, потому что это очень важное соотношение в организме. Но эта же реакция происходит тогда, когда человек не находится в острой ситуации опасности, но воспринимает ситуацию как неблагоприятную, но не выбирает бороться или убегать, а прятаться. Либо это не давать выплеск своей эмоции, которая вам не нравится. Это наиболее часто присуще человеку. То есть мы ведь не часто на самом деле боремся в той ситуации, которая нам не нравится, или убегаем от нее. Мы подавляем желание убежать или драться. И поэтому я ее называю hide response. Прятаться. Опасность есть, мы ее не принимаем, но мы не предпринимаем активных действий. При этом происходит повышенное производство кортикоидных гормонов и гормонов щитовидной железы. Высокий уровень калия поднимается как результат. И на тесте натрий, калий снижаются таким образом менее чем 2,4. Recovery stage. Вот это следующая стадия, это естественная, нормальная, благоприятная, правильная реакция на стресс, восстановление нормальной работы всей системы. Если человек вошел в серьезную аларм, первую острую стадию стресса, и он отреагировал на нее так, как, собственно, по природе, как любому животному ему полагается, он убежал, либо он дерется. То есть он потратил вот то повышенное количество электричества, которое организм произвел, на то, чтобы себя защитить. Происходит восстановление работы всей системы, возвращение к идеальным значениям натрия, примерно 25 мг% и калия 10 мг%. И соотношение натрий-калия восстанавливается. Exhaustion, то есть усталость. Это следующая стадия. Усталость сопротивления стрессу. Снижение активности надпочечников и щитовидной железы, потеря кальция и магния, низкие натрий и калий. Почему теряется кальций и магний? Потому что в условиях как аларм-реакции, так и резистанс повышается натрий, потом повышается калий. Это очень повышает кислотность в мышечных тканях, что не может происходить бесконечно. Для того, чтобы скомпенсировать повышающуюся кислотность, организм использует запасы тех элементов, которые наиболее щелочные, находятся в наших костях. Магний в первую очередь, чтобы компенсировать натрий, потому что он первый повышается, а впоследствии и кальций, уже внутренняя часть наших костей. Когда
это происходит, организм использует эти резервы, снижает высокие ранее натрий, калий, то есть они снижаются. Вот такие 4 стадии реакции на стресс. Давайте рассмотрим подробнее первую аларм-реакцию. Гипоталамус первый, наше восприятие опасности включает гипоталамус, который активизирует симпатическую часть периферической нервной системы. Когда мы принимаем опасность с активным желанием ее устранения. Возникает эмоция, злость, либо сильный страх. В любом случае включается вот эта симпатическая часть периферической нервной системы. Надпочечники получают задание, внутренняя часть надпочечников, она называется медула, выделяет адреналин, норадреналин и периприн, норепинефрин. Не знаю, зачем придумывают несколько названий для одних и тех же субстанций, но я буду использовать старые адреналин и норадреналин, которые, как я уже ранее сказала, главной задачей которых является задержка натрия. Как результат, в крови повышается давление. Кровь приливает к мышцам, большое количество кислорода и натрия в них приводит к ускорению метаболизма, снижается вес. Вот это то, что мы называем fast oxidation. Вот в это время это реакция, та самая реакция, когда люди теряют вес во время стресса. Обратите внимание, разные люди проходят через стресс, но кто-то теряет вес, а кто-то набирает вес. И мы на этом остановимся. Объясним, почему это происходит. А что такое метаболизм? Это процесс превращения питательных веществ в энергию. Вот эта энергия идет на то, чтобы эти мышцы получили дополнительную силу. Вот это и есть стадия быстрого оксидайзера. Fast oxidation. Повышение натрия вне клеток. Это внеклеточный в основном электролит относительно калия, который находится внутри клеток, в мышцах, создает дополнительный электрический потенциал, что обеспечивает большую силу мышц для защиты в условиях опасности. Высокое соотношение натрия и калия – это есть провоспалительная реакция, повышается температура тела. Вообще самый провоспалительный гормон – это адреналин и норадреналин. Вот эта вся реакция позволяет животному ли, человеку ли в условиях опасности себя сохранить, потому что появляется дополнительная сила. И если полученная дополнительная энергия будет адекватно использована, то произойдет ее утилизация, создание молочной кислоты, лактик acid, и закончится реакция на стресс. Но вот зайка убегает от лисы, у него повышается огромное количество адреналина, появляется дополнительная сила, он убежал, и потом он отдыхает. Стресс закончился. Появится ощущение усталости, если это спортсмен, который боролся на ринге, и все закончилось. Появится ощущение усталости, дискомфорта в мышцах из-за присутствия этой молочной кислоты, но постепенно оно пройдет после ее утилизации. В процессе утилизации организм будет использовать реакцию нейтрализации с вовлечением магния, воспаление скомпенсировано, но потерян магний. Вот здесь мы рассмотрим на примере идеального сбалансированного оксидайзера, как он входит в стресс. Вот идеальные показатели всех макроэлементов. Я здесь привожу слайд из лекции моего учителя доктора Вата. Из уважения к нему я использую это. И если все в порядке, человека нет стресса, вот его прекрасные показатели, все, что мы хотели бы иметь на тесте, у человека нет стресса, все прекрасно. Но вот возникает ситуация. Первая реакция, стрессурная реакция на опасность. Повышается натрий и снижается магний. Вот это та самая аларм-реакция, которая вызвана увеличением производства адреналина и норадреналина, которые заставляют почки задерживать натрий, и вот мы наблюдаем это на тесте. Впоследствии магний компенсирует это возросшее количество натрия. Следующая стадия – сопротивление стрессу. Resistance. Это непринятие внешней ситуации при отсутствии желания активного сопротивления ее разрешения, подавленное желание бороться, непринятие решения при страдании. И я бы сказала, что это наиболее типично для среднестатистического человека в обычной жизни. То есть активного сопротивления нет, в то время как принять ситуацию человек тоже не может. Ему не нравятся отношения, но он никак не принимает никакого решения, чтобы выйти из ситуации. И вот это нежелание конфронтации, нежелание что-то изменить из страха, что будет хуже,
подавление своих эмоций, вот это и есть резистанс. Помимо высокого натрия начинает повышаться калий в этой ситуации, как результат дополнительного выделения глюкокортикоидных гормонов внешней частью надпочечников. Это называется кортекс. Потому эти гормоны называются глюкокортикоидные. Почему, собственно, очень часто в литературе, в интернете вы можете найти, что кортизол, кортизон – это гормоны стресса. Это гормоны стресса при условиях, о которых я только что сказала, при типичной, наиболее типичной человеческой ситуации. Не принятие опасности, но и отсутствие желания активного сопротивления, разрешения данной ситуации. То есть на самом-то деле это не есть стрессорный, классический ответ организма fight or flight. То есть опасность есть, ее не принимает человек, но с ней не борется, не убегает, не ведет себя так, как ведет себя животное в ситуации опасности, а подавляет свою реакцию. То есть это не есть нормальная, классическая реакция на стресс. Это не fight or flight response, это реакция сопротивления стрессу. Снижается электрический потенциал, потому что повышается уровень калия внутри клеток относительно натрия. Соответственно, натрий и калий к соотношению уходят ниже нормы, ниже, чем 2,4. Возникает усталость и апатия. Если нет дополнительного притока извне этого калия для обеспечения снижения этого потенциала, то организм для этого использует калий, находящийся внутри клеток. Нарастает катаболизм, то есть разрушение клеток для выхода этого калия, для обеспечения снижения соотношения натрий-калий. Это очень неприятная, некомфортная, я бы сказала, неправильная реакция на стресс. Катаболизм клеток – не лучший выход из ситуации. Вот пример, как мы это можем увидеть на тесте анализа волос. Очень высокий уровень натрия и очень высокий уровень калия. Когда очень долго человек находится в этой ситуации, непринятие неблагоприятной для него, как он ее воспринимает ситуации, и при этом подавление своей реакции на него. Вот это хроническое сопротивление стрессу. То есть калий все время нарастает, в то время как натрий уже не нарастает. Это серьезная опасность для организма. Одна из типичных картин серьезных заболеваний. Таким образом, организм использует ресурсы на компенсацию стресса. Для снижения высокого натрия организм использует запасы магния. Магний находится в внешней части наших костей, собственно, тогда мы теряем вот эту внешнюю часть наших косточек. И магний находится в межсуставной жидкости. Гиалуроновая кислота не может там задерживаться, если магния нет. Почему, собственно, как последствие, организм, теряя магний, теряет и межсуставную жидкость. Гиалуроновую кислоту ничто не удерживает там. Она просто уходит. Это ведь не закрытое пространство. Для снижения высокого калия используется кальций, уже внутренняя часть наших костей. Теряется плотность, на тесте увеличивается количество выделяемых кальция и магний и снижается натрий и калий. Для снижения последствий воспаления, потому что когда натрий и калий выше 3, это начинается воспалительная реакция, и чем выше этот показатель, тем более воспалительная реакция присутствует, более серьезная. Повышение производства холестерина, потеря цинка, мы видим на тесте его выше нормы. То есть он теряется. И повышается соотношение цинка к меди. Нормальное должно быть 8, ну вот он начинает повышаться все выше, чем 8. Для обеспечения этого активируется парасимпатическая часть периферической нервной системы, замедляется работа надпочечников и щитовидки. Для обеспечения всего того, о чем я сказала, как компенсаторная реакция на стресс. Замедляется метаболизм, увеличивается вес, то есть замедляется процесс трансформации питательных веществ в энергию. Таким образом они складируются, увеличивается вес. Вот это мы называем медленный оксидайзер. Слово oxidation. Что мы можем видеть на тесте, как я уже сказала, высокий уровень кальция. Это не есть, что в организме очень много кальция. Это тот кальций, который вошел в реакцию нейтрализации. Теперь он уже не может вернуться обратно косточки, потому что он стал нерастворимым, то есть в английском языке biounavailable, биологически невозможным для использования, и организм пытается его выделять
скалам, мочой, в волосы уходит. Таким образом, мы видим увеличение вот этого кальция, который в процессе нейтрализации стресса теперь теряется из организма. То есть это не фактор, когда у нас много кальция в организме. У нас кальций, который теряется из костей и пытается выделяться организмом, потому что использоваться уже не может. Только в ионной форме организм может использовать элементы на свои нужды. Повышается магний, то есть кальций должен быть в идеале 40-45 мг процент, а мы здесь видим 189. Огромные потери. Магний в идеале должен быть 6, здесь мы видим 8,8, а натрий и калий снизились как результат вот этой компенсации. Чем дальше происходит процесс компенсации, тем больше теряет организм свои ресурсы. Вот эта картина на данном тесте показывает усталость организма в процессе длительного стресса, в который он много потерял для того, чтобы скомпенсировать все те воздействия, которые на него были. Негативные воздействия. И если человек не знает, как их компенсировать, то он все глубже и глубже заходит вот в этот дефицит необходимых питательных веществ как результат адаптации к неблагоприятным условиям. Какие есть последствия выбора реакции на стресс? Правильные. Это принятие правильного решения по устранению стрессорной ситуации или ее полное принятие, если ничего изменить нельзя. Тогда происходит восполнение потерь, возвращение к балансу. Но, к сожалению, нас не учили, как правильно вести себя в ситуации стресса, как правильно компенсировать с точки зрения питательных веществ. Очень мало кто знает, что если вы вошли в стресс, то принять дополнительный магний вам очень поможет не потерять тот магний, который необходим на компенсацию, чтобы не выкачивать его из ваших костей и так далее. Следующий выбор реакции на стресс. Выбор войны за получение того, что мы считаем правильным. Это продолжение fight or flight, сражаться или убегать. Включается кортекс нашего сознания. Это сознательная реакция, усиление работы симпатической нервной системы, когда мы выбираем активную реакцию сопротивления войны, той ситуации, которая нам не нравится. Происходит активация надпочечников, внутренняя их часть, и дополнительное выделение адреналина. Повышается натрий, повышается соотношение натрия к калия, усиление воспаления, ускорение метаболизма, fast oxidation, быстрый оксидайз. Если выбирается следующий вариант, выбор держать в себе реакцию на стресс, подавлять то, что вам не нравится, но не принимать активного действия. Либо по принятии ситуации, потому что вы научились понимать, что все, что происходит, все к лучшему. Либо вы находите выход. Вот ни то, ни другое – это выбор держать в себе. Непринятие ситуации с подавлением реакции на нее. Hide response. Включается лимбическая часть нашего сознания, эмоциональная реакция. Активная работа надпочечников, как внутренней медулы, так и кортекс, внешней его части, что приводит к их усталости скорее. Любой орган, который активно и долго используется в какой-то работе, в той работе, которую он должен производить, он быстрее устает. Длительная интенсивная нагрузка выводит из состояния активного здорового, приводит к усталости. Теряется кальций и магний в процессе снижения натрия и калия, активирована парасимпатическая система для восстановления организма, замедляется метаболизм, то, что мы называем медленный oxidation, slow oxidation. Неправильный длительный выбор в стрессе приводит к потере необходимых питательных веществ ниже допустимого минимума для поддержания функции организма, что влечет болезнь, и если это продолжается дальше, то и смерть. Каковы же типичные заболевания быстрых оксидайзеров? Вот anxiety – это то самое, что в русском языке можно назвать ощущение страха без присутствия внешней опасности. Необоснованные страхи. Аллергии, когда много гистамина, то есть высокий цинк, медь, низкая медь, капа. Соотношение выше нормы, выше 8 такие аллергии. Рассеянный склероз, новообразования раковые, метастатические. Диабет, недостаток инсулина, то есть то, что мы называем диабетом первого типа. Гипертироидизм, слишком активно работающая щитовидка. Остеопороз первого типа, потеря внешней части костей, магния.
гастрит, ревматоидный артрит, АЛС, гиперактивность, высокое давление, наиболее типично, инфекции бактериальные, Паркинсон заболевание, ПМС, эпилепсия, cystic fibrosis, аутоиммунные болезни внутри клеток. Вот это наиболее типично. Конечно, далеко не все. А каковы же типичные заболевания медленных оксидайзеров? Это депрессии, аллергии экологические, новообразование туморс, диабет второго типа, гипотиреоидизм, инфекции вирусные, остеопороз второго типа, потеря внутренней части костей, гастрит, остеоартрит, СПИД, AIDS, анорексия, низкое давление, гипогликемия, низкий сахар, рассеянный склероз второго типа, пременструальный синдром, лупус склеродерма, аутоиммунные внеклеточные болезни, хроническая усталость. Как на анализе волос мы видим быстрых, медленных и сбалансированных оксидайзеров. По теории Мелвина-Пейджа, соотношение кальция и фосфора – это соотношение активности симпатической и парасимпатических систем. Так как кальций рассматривается как элемент наиболее седативный, активно использующийся парасимпатической нервной системы. А фосфор – полная противоположность. Организм складирует энергию в форме АТФ, АДФ, аденозин-трифосфорная кислота, то есть фосфор в составе тех самых субстанций, которые организм использует как склад энергии для любой ситуации, когда ему нужно получить быструю энергию. Вот кальций, если говорить в терминах тибетской медицины, можно рассматривать как лед, а фосфор как пламя. То есть в тибетской медицине все болезни делятся на болезни холода или жара, и если в организме баланс энергии, холода и жара, то организм здоров. Вот если рассматривать как самый холодный элемент кальций, самый седативный, кальций не поддерживает огонь. Если вы даже попытаетесь его зажечь, он не будет гореть, а фосфор даже при комнатной температуре загорается легко. Вот соотношение этих двух элементов, если оно находится близко к 2,6, то тогда мы говорим, что эти две системы сбалансированы. То есть их работа сбалансирована, и тогда мы имеем дело с сбалансированным оксидайзером, когда система производит адекватное количество энергии тому, который она использует. Вот это то идеальное состояние, которое мы называем сбалансированный оксидайзер. В той ситуации, когда соотношение кальция к фосфору менее чем 2,6, это та ситуация, когда более активна симпатическая часть периферической нервной системы, то есть больше фосфора, огня относительно льда, то есть производит организм больше энергии, чем потребляет. Вот это мы называем быстрым оксидайзером. Это type A personality, выше температура тела. Этот человек может находиться с человеком, который медленный оксидайзер, в одной и той же комнате, ему будет казаться там жарче, а медленный оксидайзер будет замерзать. Более высокое давление. Конечно, более быстрый метаболизм, меньше вес. И вот такого типа люди, они ищут стресса подсознательно. Вот это быстрые оксидайзеры. Когда соотношение кальция к фосфору выше, чем 2,6, мы имеем дело с медленным оксидайзером. Тогда более активна парасимпатическая часть нервной системы. Тип более меланхоличный, ниже давление, температура ниже, метаболизм ниже, выше вес, депрессия и желание всяческое избегать стресса. Вот это наиболее типичные характеристики для тех важнейших моментов, которые мы будем часто использовать впоследствии. Что такое балансированный, быстрый и медленный оксидайзер? Пожалуйста, обратите на это внимание. Гипоталамус и гипофиз могут активировать как симпатическую, так и парасимпатическую периферическую нервную систему. Выбор активации зависит от программы в нашем сознании, которая определяет, что такое хорошо и что такое плохо. То есть вот какую из нервных систем мы активируем, зависит от того, как мы определяем. Программа определения опасности и реакции на нее записывается в нашем сознании в раннем детстве. Наблюдая взрослых, как они определяют, что такое хорошо и что такое плохо, как они на это реагируют. Это автоматически записывается в нашем сознании. И впоследствии мы следуем этой программе, если только мы осознанно потом ее не поменяем. Часто повторенная реакция создает привычку и то, что мы называем характером. Если существующая программа не удовлетворяет нашу потребность быть здоровыми и счастливыми,
Мы можем ее изменить, так как любую привычку можно изменить. Но чем раньше, тем легче. Поэтому, конечно, лучше, если бы мы были примером правильным для наших детей, чтобы их программа была записана настолько хорошо, насколько она будет удовлетворять их ощущению счастья и здоровья, а не подрывать здоровье и все время делать их несчастными. Какова же здоровая адаптация к стрессу? Вот здоровая адаптация к стрессу – это способ не заболеть. Это поиск и нахождение пути изменения ситуации, то есть превращение проблемы в возможность, или ее принятие, если ее нельзя изменить. А как было бы здорово, если бы мы умели это делать. К сожалению, нас этому не учили. А также нас не учили, как компенсировать потери энергии и питательных веществ в процессе стресса, чему мы учимся в процессе обучения понимания Nutritional Balancing Science. Я надеюсь, что после некоторого цикла моих лекций вы будете понимать это и не только осознанно компенсировать свои потери, но и пытаться перепрограммировать свое сознание для того, чтобы вообще никогда не входить в стрессорную реакцию. Это идеальный выбор. Не реагировать стрессорно на события, которые вам не нравятся. Если вам это не нравится, и вы анализируете ситуацию, видите выход, вы понимаете, что это в ваших силах изменить ситуацию, то вы с радостью делаете шаг за шагом то, чтобы эту ситуацию изменить. Если же при анализе ситуации вы понимаете, что это вообще не в ваших силах, значит, вы ее принимаете и не сопротивляетесь. Вы просто принимаете ее так же, как факт, что за зимой следует весна, а потом лето. Вы никак этому не сопротивляетесь, нравится вам это или нет. Вы просто это принимаете. Для того, чтобы всему этому научиться, в первую очередь, конечно, нужно понять, что любую проблему нельзя решить с тем же сознанием, которое ее создало. А потому нужно осознанно менять свое сознание. Если вы стрессуетесь, если вы болеете, если вы хотите себе помочь не только здесь и сейчас, а на всю оставшуюся жизнь, то, конечно, нужно проделать огромную работу по изменению своего восприятия окружающей действительности и не быть убежденным, что ваш план всегда самый правильный. Радоваться, находить приятное всегда, везде и во всем. Собственно, счастье – это и есть привычка. Видеть прекрасное всегда, везде и во всем. Любую привычку можно выработать. Мы этому будем учиться. Я буду с вами делиться своим опытом и надеюсь, вам это поможет. Спасибо. На сегодня кратко, но заканчиваем. Спасибо.